Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Телец. Таро прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 февраля. Давайте с вами узнаем, что скоро случится или скоро произойдет, а возможно и неожиданно произойдет. И уже совсем скоро, на пороге у нас уже февраль. Чего ждать или что вас ждет, мои дорогие тельцы? Как события и обстоятельства, которые происходят вокруг вас, окажут влияние на вашу жизнь, на ваши планы? И в каких сферах жизни вам доведется принимать важные решения? Вот этот момент мы сразу спросим у колоды 78 дверей. Открыты двери или закрыты? Каковы ключи? Токовая информация без вопроса. Так каковы же ключи? Или какие сферы жизни, что мы не можем это оставить без внимания, а придется нам, ну, как-то это обдумать или какую-то новую конфигурацию, может быть, создать. Итак, что же там случится, что произойдет? Первый знак судьбы для тельцов с 1 по 10. Что произойдет с 1 по 10 февраля для тельцов и что же там ждет, что случится в первую декаду февраля? Продолжим на колоде колесо года, мои дорогие. Циклично все в нашей жизни, да? И первая карта – это как главное ключевое может быть событие или так что же там случится. И именно будет оказывать влияние на вашу жизнь с 1 по 10. И неожиданность, случайность, могут быть какие-то случайности в виде информации, а может быть, это будет связано с человеком, с какой-то персоной. Вот давайте узнаем, с кем или с чем будут связаны эти неожиданности и случайности. Ну и логические причины и следствия, да? И к чему это все идет? Зачем все это было нужно? Что ждет тельцов с 1 по 10 в личной жизни? Что ждет или чего ждать в сфере финансов? И что ждет в сфере работы, ваших достижений, планов, может быть, и документов? Давайте будем смотреть. Первый знак судьбы – деньги. Деньги или вопросы, которые касаются недвижимости. Нет закрытых дверей, вы их сами как будто открываете. Но 9, мои дорогие, 9 – это такое вибрирующее число перемен. То есть перемены уже практически на пороге. Мы, конечно, можем эту карту трактовать двояко, к примеру. Ну, если вы решаете действительно вопрос, связанный с недвижимостью, где вы будете находиться, где вы находитесь сейчас, какие перспективы, может быть, кто-то собрался уезжать, то тогда мы, ну, точно должны что-то просчитать наперед, получить как будто больше информации. Если эта тема связана с деньгами, у кого-то напрямую вы получите деньги, но тогда карта, девятка именно, она нам будет говорить о каком-то более таком разумном отношении к деньгам. Нам как будто нужно видеть на перспективу, не жить одним днем. И я хочу добавить на февраль в целом ваш девиз – это как «я выбираю то, что меня поддерживает», а не просто «что мне нравится». Поэтому это такой девиз. Я готовлю гороскоп на февраль и опубликую его на этой неделе. Следите за моими публикациями в сообществе. Но именно какие-то более вдумчивые действия, решения от вас потребуются. Закрытых дверей нет. То есть это сама по себе возможность. Ух ты, девятка и десятка. Тут, конечно, может быть какой-то итог проделанной работы или те деньги, которые где-то загуляли, задержались. В силу разных обстоятельств и причин вы их не получили вовремя или, ну, пришли с задержкой, то вы их, скорее всего, получите. Какой-то эквивалент у вас определенно будет. Но, с другой стороны, опять же, карта говорит, у тебя что-то сейчас в том контексте, как ты действовал прежде, завершится. Ты какие-то итоги подведешь. Неизбежно придется идти вперед, и поэтому потоковая информация. Не расслабляйся, а постоянно что-то анализируй, просчитывай. У вас добрый период по этим двум картам. По крайней мере, так обещают карты с 1 по 10 вам, мои дорогие тельцы. Но это нужно перекладывать на прогресс. Не жить одним днем. Второй знак судьбы – восьмерка кубков. Какой-то выбор. Может быть, вот как раз выбор по части работы, бизнеса, дома, да, места пребывания, такое тоже может быть.
Нам как будто наступило время идти дальше. Очень символично с теми двумя картами, которые выпали нам уже. И вот именно эта перспектива, как будто перешагнули порог, и вот он, этот горизонт. Но мы можем так немножко в заминке быть, и что теперь дальше? Где-то будущее может настораживать, может и пугать, почему нет? Но слушайте подсказки собственной души, потому что по восьмерке кубков именно душа, может быть, да, как она у нас мудрая, подсказывает, что ты, телец, слишком задержался в прошлом. Наступает, может быть, время пересмотреть свои методы или наступает время с чем-то определиться, потому что так, как прежде, и вам не интересно, но и обстоятельства будут меняться, то есть какой-то выбор неизбежен. У кого-то он может касаться близкого человека или, может быть, это по части даже семьи, пары, да. У кого-то переезд вместе с семьей. Я такое тоже не исключаю. Значит, что-то вы будете, ну, как обдумывать. Но для кого-то из вас завершение какого-то ожидания. Именно в этой колоде, обратите внимание, могучий русал, король кубков. Дверь открыта в этот грот, или даже не грот, это просто темная, ну, как будто сумерки, да. Сидит на берегу русал и смотрит на кубок. Вожделение, какие-то, может быть, приятные мысли о каких-то связях, о каких-то контактах, о прошлом. То, что было, вот оно так всегда. Нам говорят, нет. Ну, вот так, как было всегда, может быть, и длительный период, так оно уже не будет. Наступает время не ждать, и двери-то открытые. Все от нас зависит, насколько мы застрянем буквально в этом пространстве. Знак судьбы, что же это такое? Ну, наверное, самое правильное, вот как по этой карте, непонятно, правда? Не то открывает грот, не то закрывает. Вот для вас быть очень вдумчивым к вашему окружению. Может быть, буквально кто приходит на ваш порог. Или вот тоже где-то, да, перекликается, кого вы как будто впускаете в свой дом. Ну, может быть, эта карта еще будет говорить, что, телец, тебе не во всех делах надо участвовать. Ты тут теряешь время. То есть есть ожидание, ну, какое-то совершенно бессмысленное. А есть еще и, может быть, как какие-то со стороны люди, которые к вам приходят именно со своими предпочтениями или предложениями, чтобы вы в чем-то проучаствовали. А карта говорит, нет, тут надо хорошенько подумать, тебе лично это нужно или нет. И, может быть, этот грот нужно закрыть как-то красиво, элегантно. Да, тут правда. И есть необходимость, может быть, чему-то обучиться, что-то освоить. Но вы можете столкнуться с каким-то предложением. Ну, может быть, это известие или буквально как какой-то новый человек вам, может быть, весть приносит. По пажу Пентаклей все-таки мы учимся. Может быть, мы учимся понимать людей. Не просто понимать, а как будто, да, так глубокомысленно рассуждать. А что же там человек подумал? Нет, тут все в реальности. Нужно нам это продолжать или нет? И кому-то из вас придется добыть как информацию, чтобы знать наверняка, может быть, по жилью, по деньгам, по работе, какой компонент работает, какой будет прогрессом, а какой нет, какой будет пустой тратой времени и сил. Для кого-то из вас вопросы, связанные с детьми. Вот не будет как прежде. Вот смотрите, у вас карта искаженного восприятия. Девушке кажется. И Бог ей весь, что кажется, правда? То, чего нет в реальности. Поэтому тут нет смысла что-то додумывать. Если вам что-то пообещали, это не гарантия того, что именно это будет исполнено. Надейтесь сами на себя. Вот, может быть, и обстоятельства какие-то будут меняться, поэтому по части денег тут тоже не должно быть иллюзий. И буквально, может быть, не потратить какую-то сумму, а потом об этом горько сожалеть. У вас на кону какая-то радость. Но она сама по себе не приходит, понимаете? Тут, посмотрите, пока мы с вами добрались до туза кубков, мы прошли целую цепочку развития событий, как будто выбор нужно делать. А дальше у нас вот ожидание пошло. Включение в какие-то вопросы, темы, да, которые, ну, мы можем думать, что это правильно, а по факту это нужно еще, может быть, лучше обдумать и увидеть какую-то реальность. У нас есть как будто риск соскользнуть вот в это искаженное восприятие. Хотя идти-то все равно вперед придется. Поэтому правильные методы, может быть, вы выбираете, мои дорогие тельцы. Может быть, это и связано и с вашими какими-то желаниями.
У кого-то это может быть связано с новыми отношениями. И планетарно тут нужно быть немножко внимательнее, особенно к разряду новых знакомых, даже если это, ну, какие-то такие очень сильные чувства, страсть, да, когда хочется, чтобы вот думать о хорошем, и хочется, чтобы оно именно так и было, как на словах. Но карты нам говорят: нет, не замечтайся, иначе превратишь свою жизнь либо в ожидание, либо, ну, куда-то не туда. Это факт. А выбор именно стоит в сторону себя. Тут надо на самом деле выбирать то, что питает, потому что по тузу кубков у вас какая-то возможность приходит, которую нужно не просто так, пусть это даже у кого-то через финансы, или пусть вас даже какой-то человек вдохновляет. Ну и пусть он вдохновляет дальше, а почему нет? Ну или если была наоборот какая-то минусовая история, сделали выводы, все равно идем дальше. Ну, как-то более прагматичнее, наверное, быть. И именно тогда вот этих приятных эмоций, причем таких достоверных, будет больше. У кого-то это может с каким-то планом осуществления, да, когда вы какое-то дело, может быть, уже и начали раньше, но оно не приносило смысла, дохода, было непонятно, нужно, не нужно. Но это все то, что касается реальности. Это не про чувства ни разу. Так вот тогда эти чувства приходят, потому что вы видите плоды труда своего. Но это, повторюсь, именно больше я вижу достижение или какая-то конкретика. Третий знак судьбы. Ну вот правда, тут у вас на кону стоит ваше благополучие. Двери у нас закрыты, но вся семья в сборе. Это карта о том, что мы стабилизируем самих себя, свое благополучие. Мы собой не рискуем. Может быть, и есть, опять же, да, возвращаясь вот к этой карте, где человек то открывает, то закрывает грот. Нужно понимать, кто рядом с вами, мои дорогие. Может быть, уделить внимание окружению, но словно проанализировать каждого, от кого что ждать, и не надеть на себя какие-то розовые очки. Или мрака-то тоже не добавить, понимаете? И не с плюсом в какую-то крайность, но и не с минусом тоже. От этого будет зависеть ваше счастье напрямую. Поэтому примите это к сведению. Но, в принципе, давайте мы еще достанем одну карту. По сути, это успех и праздник. В какой сфере жизни, в каких вопросах этот праздник? Правда, финансы. Финансы и то, что вы сделали хорошо. У кого-то это по части работы, какой-то прогресс. И опять же девятка, что-то будет еще меняться. Но нельзя успокоиться. Может быть, придут какие-то новости потом уже, да, пусть это будет не с 1 по 10, а в последующее время, когда вы что-то узнаете, услышите, или как в обстоятельствах будут перемены. Все же две девятки, они заставляют задуматься. Поэтому нам нужно и продумать буквально, может быть, место нашей безопасности, но и финансовую подушку безопасности. Обязательно продумать тоже. Ну вот прагматиком может быть даже быть, но тогда через прагматизм, как ни странно, больше приятных эмоций. Ладно, так что же там случится, что произойдет как ключевое событие? Учеба. Принцесса Пентакли в этой колоде прилежная ученица. Вам действительно нужно изучить. Может быть, найти недостающие сведения, может быть, куда-то отправиться, прояснить у кого-то, как работают законы в отношении вас, если вы что-то намереваетесь осуществить. Пусть это даже касается работы, у кого-то конкретно нужно пройти какие-то курсы, ну, может быть, выучить языки. Но это, знаете, такая планомерная работа, хочется сказать. Или все же финансы, как будто мы тут даже что-то изучаем, но в последующем нам эти знания пригодятся именно для заработков, мои дорогие. Может быть, у кого-то как финансовая грамотность, королева жезлов. Нам снова говорят о том, что нельзя себе навредить. Явно есть уже какой-то минусовый опыт. На этом строится архетип карты, потому что много раз как жизнь ставила на колени королеву жезлов. В итоге она научилась не находить грабли среди ровного поля еще раз. Она научилась хранить тайну. Она научилась уходить от тех задач, которые для нее не являются перспективой, причем никому ничего не доказывая. Она умеет правильно хранить молчание. Может быть, не откликаться тем, которые этого не заслуживают, или не участвовать в тех делах, проектах, которые лично не приносят никакого-то какого-то прогресса. То есть правильная работа с информацией. Первое, что нам говорит карта. И второе, правильное распоряжение деньгами, мои дорогие тельцы. Что случится, что произойдет?
Вот смотрите, тут у вас 2 пентаклевые опять карты, правда, тема денег, задача номер раз. Так вот, по рыцарю пентаклей мы можем встретить человека, встретить, или точнее, он есть как будто в вашем окружении, который вам может помочь или дельным советом, или буквально. Если вам нужно какие-то платежи провести, то может выручить деньгами. По этой карте также еще идет марафонский забег, и все то, что я сказала, как будто предвидеть на пару шагов вперед, причем лет на 10. Вот здесь нельзя жить одним днем. И тут действительно медленное продвижение, самый медленный рыцарь. Куда-то вам нужно не торопиться, а именно изучать. Потому что если мы вот так вот наспех, на эмоциях что-то сделаем, то будет обратный эффект. Ладно, неожиданности, случайности, с кем или с чем это будет связано. Карта отшельника. Но карта говорит, если ты телец сейчас, по крайней мере, с 1 по 10, так немножко абстрагируешься от внешнего мира, побудешь сам по себе. Вот именно вот какая-то переоценка идет, понимаете? Сведение трат может быть к минимуму. Вот именно не делать то, что нравится, а делать то, что питает, то, что вам полезно в реальной жизни. Отшельник – это у нас дервиш. И для него не материализм, как ни странно, важно для него важен, его именно жизненный путь или какая-то идея, которую он хочет именно воплотить в жизни или как до куда-то добраться. Поэтому для вас это старший аркан. Здесь как далекая какая-то дистанция, которую вам предстоит еще пройти, правда? Причем есть те вопросы, которые вам придется решать в одиночку. Может быть, какие-то, ну, как помощь, да, какое-то содействие приходит. Но вот есть круг вопросов, которые от начала до конца зависят от вас. Я люблю очень эту карту, потому что никто не мешает. И я бы сказала, тут задача самому себе не помешать, правда. Придется, видимо, это вот как неожиданно. Может быть, вы на кого-то надеялись, а потом видите, что зря. Именно через отшельника, мои дорогие тельцы, к вам приходит солнце. Нельзя наступить на горло собственной песни. Может быть, для того, чтобы у кого-то встретить свое счастье, необходимо побыть отшельником. Это может быть неожиданно 2 старших аркана. Значит, через неожиданности какой-то человек может уйти в отшельника и молчать, пауза какая-то, а вы должны идти дальше. Более того, вам это помогает, потому что вас ничто не и никто не отвлекает. Вот такой очень мудрый совет, который нам дают карты. Вот именно не мешает. Вот пользуйся этим временем, этим сроком, потому что сейчас помех у тебя нет. Но на кону, тем не менее, твое солнце. И все то, что я по знакам судьбы говорила, для вас это будет архиважно. И к чему это все идет? Кстати, по аркану солнца тут что-то и прояснится, все-таки это ясность. Но то, что вы сейчас себе как выбираете или ставите в план, в свои приоритеты, это будет для вас продолжаться в течение 6-8 месяцев, почти до конца года. Поэтому нельзя что-то сделать на автоматизме или на каких-то эмоциях. Опять же, прагматика, вот ничего не поделаешь. Может быть, это и вам придется и свои эмоции где-то причесать, потому что по солнцу идет все-таки, когда, ну, как наше эго, оно так играет. Хотя отшельник, видимо, это как глаз мудрости. У вас могут быть противоположные такие эмоции, да. Есть и холодность суждений в чем-то, мои дорогие тельцы. Но есть и вот какой-то план, который вы обязательно хотите осуществить. Методы нужно продумать. Или участников, кроме вас, да. Но какой-то период, какая-то перезагрузка лично для вас совершенно необходима. К чему все идет? Вот смотрите, 4 пентаклей мы называем карта жадины. Да, к чему все идет? Где-то можем расценивать как карту совет быть жадиной в хорошем смысле, да, это не значит эгоист, а начать думать о самом себе, о какой-то реальной жизни или о самой себе. Тут не деньги ради денег, нет. Вот отшельник, мы уже говорили с вами, это не совсем для отшельника не деньги важны, а именно идея. Он хочет какой-то свой план воплотить в жизнь. Это именно его план. Он не связан с какими-то людьми, чтобы быть правильно понятой. Это какая-то ваша задача, может быть, это у кого-то освоение нового ремесла,
создание личного дела, творчество, блога, может быть, да, или освоение новой профессии, специальности. Вот тут что-то такое, в чем вы видите и прогресс, и смысл. Вот это вы как выбор делаете в начале февраля. Так вот, в этом плане немножко быть кошка, которая гуляет сама по себе, это вам где-то будет помогать, и это какой-то период должен продлиться, прежде чем мы что-то стабилизируем, но не застрять в этом надолго. Вот это тоже карта говорит. Тебе вот этот период, он у тебя продлится действительно какой-то период времени, короткий именно. Может быть, с 1 по 10. Но тебе сейчас, как время, судьба дает возможность с чем-то определиться. Как и стабилизировать твои дела, как и финансовое положение. Но при этом не думать, что ну все, я все решил вопросы, или я уже теперь могу в чем-то успокоиться. Теперь будет именно так. Нет, не будет. Впереди перемены. Что ждет тельцов в личной жизни? Туз пентаклей. Ну, это какое-то, может быть, приятное событие, возможность, шанс, мои дорогие. Известие от ваших детей, например, да? Или известие о том, что, ну, дела даже по финансам, правда, с личной даже, хоть мы заходим позиции, да, может быть, у вас сейчас больше возможностей. Я бы сказала, тут кумулировать что-то надо. Не торопиться, может быть, буквально тратить. Все-таки это пентаклевая карта. А если мы говорим часто, туз пентаклей– это, ну, как новость, документ, какой-то пакет, известие, может быть, звонок. У кого что, вот это касается личной жизни. Ну, это, знаете, как, ну, мы должны как использовать какую-то возможность и очень реально оценить наши шансы, что же есть в нашей вот конкретной жизни сегодня и сейчас. С одной стороны, что-то не упустить для кого-то из вас. Это может и означать, как, кто знает, может быть, вообще какой-то новый жизненный этап в плане даже, хоть мы смотрим на личную жизнь. Мы все разные, правда, у кого-то отношения завершились, у кого-то вообще нет отношений. Но это не значит, что мы на себе буквально крест поставили. Вот каким-то образом вам вот этот отшельник помогает даже в таких случаях. Потому что, может быть, определиться, да, каких людей вы хотите видеть рядом с собой. Вот эта карта называется «Служанка в ожидании». Ну, может быть, по некоторым вопросам. Нужно перестать быть служанкой в ожидании. Как будто не жди того, кто не придет. Не надейся на то, что неосуществимо. Опять же, какие-то конкретные вопросы, даже в личной жизни. Вы можете узнать, кстати, известие может совпадать с тем, что вы узнаете, что это каким-то образом будет оказывать влияние на вашу жизнь. Что происходит в жизни, может быть, ваших близких, может быть, даже родственников или тех людей, которые вхожи в ваш дом. По аркану башня обстоятельства вокруг вас, ведь это карта трансформации, неизбежно будут меняться. Поэтому для кого-то из вас вы можете столкнуться с тем известием, что, ну, допустим, другой человек принимает какое-то решение, и это может быть и неожиданно, но оно как бы запрограммируемо уже было в вашей судьбе. И вот, может быть, как момент перехода какого-то вашего важного решения в сторону Солнца, когда мы себя выбираем, а не кого-то, что ждет в личной жизни. Очень добрая карта. У вас две шикарных карты: десятка пентаклей и десятка кубков. Вы знаете, я могу даже такое предположить, что у кого-то из людей, кого вы знали, скажем так, в целом, это могут быть и друзья, подруги, родственники, да, но вот именно те, вот, кто принадлежит к тем лицам, которыми вы часто общаетесь, или, может быть, кому вы даже помогали, вы можете именно узнать какое-то решение. Оно вас может даже где-то шокировать или быть для вас неожиданным. Но это может быть из разряда той информации, когда не было бы счастья, до несчастья помогло. Именно даже решения других лиц будут оказывать влияние на вас. У вас как будто больше возможностей будет. Я не исключаю, что для кого-то из вас неожиданен будет даже какой-то, ну, знаете, переезд, или вы будете с семьей это рассматривать. Может быть, это в паре вы захотите, потому что вы услышите какую-то новость. Вот перекладывайте на себя. Здесь не будет какой-то общей, ну, стратегии, тактики, потому что, понятно, мы все разные. И вы знаете, как полярности плюс и минус идут у вас как и в сфере финансов,
так и в сфере личной жизни. Это, по сути дела, и есть какой-то выбор, который вам предстоит сделать. И карта Солнца, карта счастья, две десятки, туз пентаклей. Тут вот именно нужно больше себе задавать вопрос, а это будет для меня прогрессом на будущее или нет? Что ждет в финансах тельцов? Иерофант. Очень близкая по энергетике к вам карта. Карта традиций, карта подписания каких-то важных документов. И может быть, правда, иногда это символизирует дом, для кого-то это будет обучение, или, может быть, это обучение кого-то из ваших близких. Но больше этого нам карта именно система иерархия. Возможно, вам, мои дорогие тельцы, придется даже по финансам, у кого-то налоговая, например, да, или какая-то денежная тема, или иной вопрос, но упирается он в денежную тему, и вам нужно будет сделать что-то красиво и элегантно. Кто-то может и кредиты брать, кстати, да, как ипотечный рассматривать. Кто-то, наоборот, хочет быстрее этот кредит закрыть. Но это есть взаимодействие именно, может быть, как структурами государства, в котором вы проживаете, или с какими-то ведущими персонами, специалистами, которые знают, как правильно оформить какой-то документ. Или в целом, нам снова говорит карта «Иерофант нищий не бывает». Вот, наверное, где-то от этого и оттолкнемся. Вам действительно в финансах нужно свою и стратегию, и тактику продумывать. Но давайте мы достанем, ну, может быть, как карту совет. Приготовься, телец, что у тебя правда. С 1 по 10. Ты получишь либо известие, либо какая-то новость, или, ну, как глаза открылись на какую-то ситуацию. Больше, конечно, эта карта говорит о том, что вот буквально орел приносит в лапах свиток, что это будет связано с информацией, сообщением, письмом, документом, когда какая-то перезагрузка. В некоторых колодах эта карта называется трансформацией доброй. Вот у вас какие-то добрые перемены идут, и по финансам тоже. Но было бы опрометчиво, повторюсь, жить одним днем. Как будто с 1 по 10 выравнивается финансовая ситуация или вы решаете вопросы. Но вот задача как-то продумать на будущее. И вполне вероятно, по этой карте, когда мы получаем что-то, мы не можем сидеть вот без дела. Приготовьтесь к тому, что какие-то перемещения для кого-то из вас будут очень важны. И это будет совпадать где-то с решением финансовой истории. Вам помогает буквально колесо фортуны решить какой-то финансовый вопрос. Помогает не только на короткий период времени, а для того, чтобы вам дать возможность для старта, мои дорогие. Это не время, итоги есть, да, но это не время релакса, это время старта. И не упустить время, две карты. Обе карты, как и колесо фортуны, так и восьмерка жезлов. Жизнь набирает темп, а тут не упусти удачу. Потому что колесо, у нас колода колесо года. Мы знаем, идет колесо наверх, и нам кажется, так достигает пика, а потом будет спад. Не упустите время, посмотрите. Два старших аркана. Тут как по судьбе. Ваши достижения. Девятка мечей. Вот девятка мечей – карта искаженного восприятия. Женщина бежит, закрыв глаза, сама не видит, куда бежит. А вокруг летучие мыши и много информации какой-то. Причем, видимо, приготовьтесь с 1 по 10 будет много искаженной информации. Может быть, буквально люди не договаривают, врут, прямо скажем. Так вот, они-то врут, а вы-то должны зреть как будто в корень, видеть вот реальную какую-то картину вещей, обстановку по части вашей работы. Не замечтаться. Иначе вам что-то и по работе как будто придется корректировать, менять. Иначе бесконечный дождь. Обе карты говорят о том, что наступает время именно менять методы. Или, если у кого совпадает с поиском работы, искать не там, где вы ищете, а рассматривать другие варианты, альтернативные варианты. Что еще? Что ждет именно в сфере работы? Работы будет много. Тут нужно как будто браться за дело и долго тут не раскачиваться, мои дорогие, правда. Или не начать себе что-то обдумывать, как было прежде, да, вот это вот девятка мечей. Это карта страхов, страх внутренний может сковывать, вы можете сомневаться в чем-то. А карта нам говорит, работай, у тебя все получится.
Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Много работы, много конкретных каких-то дел. Но ведь это карта профессионала, когда явно нужно что-то продолжать. И это по документам, по работе. Мы не можем сесть и мечтать, иначе, ну, что из этого получится, да? Или, может быть, сожалеть о какой-то истории прежней. Но тут именно все зависит от вас, что ждет в сфере работы. С кем-то придется, возможно, и договариваться, заключать, может быть, и документы. Много будет каких-то контактов, ну, как минимум один есть контакт, да, с человеком, когда вас может не все устраивать, вам может не все нравиться. Вот, кстати, кто работу ищет. Вы что-то себе представляли другое. Тут не представлять нужно, да, и не обдумывать, как было раньше. Тут нужно действовать, мои дорогие, и быть готовым к дипломатии. Договариваться придется, как будто на лад дело без дипломатии не пойдет. Поэтому, правда, это карта еще и выбора. Поэтому выбирайте одновременно, что вам воспитает именно, то, что вам помогает, то, что для вас имеет какую-то обозримую перспективу, а не просто то, что нравится. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы. А я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео, за то, что вы мне пишете искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, я все ссылки оставлю в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.